Только Лун Хаочень получил божественный трон вечности и творения, как его питомец Хао Юэ должен был совершить следующую эволюцию. Сейчас у него 6 голов, но вскоре появятся новые. Представьте, как подскочит его сила. Это будет финальная и последняя эволюция Хао Юэ. Все так считали, ведь он уже достиг 9 ранга с 6 головами. Появление каждой новой головы сопровождалось огромнейшим скачком силы. Куда можно дальше расти, если на 9 ранге он получит еще новые головы? Что Лун Хаочень, что Хао Юэ сейчас оба достигли 9 ранга. Снаружи находились армии нежити, что пытались убить Хао Юэ любой ценой. Лун Хаочень вместе с друзьями были в мрачном черно-красном мире, полном нежити. Сыма Сянь, Лин Синь, Цаер и остальные уже вступили в сражение. Кажется, ради этой эволюции Хао Юэ были мобилизированы все существа в этом мире. Лун Хаочень посмотрел на Хао Юэ. Золотисто-пурпурная чешуя покрывала все его тело, а 6 голов были переплетены друг с другом. Битва только начинается. 9 мощных фигур, источающих чудовищную ауру, приближались. Каждый из них имеет духовную силу не ниже 200 тысяч очков. Среди них уже знакомый Король Лич, что ранее сражался с Хао Юэ и Лун Хаоченем, чья сила даже возросла. Это владыки мира нежити, пришедшие остановить трансформацию Хао Юэ. 10 существ. Самый слабый обладал более чем 200 тысячами духовной энергии. Самый сильный был на уровне 700 тысяч духовной силы. Они уже были выше команды Лун Хаоченя с точки зрения силы. Это был мир нежити, и их восстановление энергии было намного сложнее. Но будут ли они бояться? Хотя враги были сильны, они были уверены в себе. Более того, они были уверены в Лун Хаочене. Он был божественным рыцарем с сильнейшим троном печати. На спине костяного дракона сидел человек, полностью облаченный в черные доспехи. Именно его аура заставила выражение лица Лун Хаоченя стать серьезным. Это был рыцарь верхом на короле костяного дракона. Только дракон под его началом имел более 300 единиц духовной энергии. И сам всадник, как уже говорил ранее Хаочень, был существом, чья духовная энергия могла бы превзойти 700 тысяч. Объединив ее, можно получить 1 миллион. Среди других повелителей нежити были скелет императора, подземный паук, император-зомби с ростом в 5 метров, отвратительный император, чье тело было самым большим, более 100 метров в высоту, призрак императора и другие. Они спросили Лун Хаоченя, почему те защищают эволюцию Остина Гриффина. Разве они не знают, что Хао Юэ – символ разрушения? Да, верно. Эти существа мира нежити хотели убить Остина Гриффина, бога разрушения, и не дать ему уничтожить новые миры. В принципе, их цель правильная и благородная. По-хорошему, его нужно остановить, но не в случае Лун Хаоченя. Он сказал: «Я не знаю, о каком боге разрушения вы говорите. Я знаю только, что Хао Юэ мой товарищ, мой брат. Те, кто помешает его эволюции, будут моими врагами». Далее завязалась битва по масштабности, которая превосходит практически все остальные. Где мы еще видели сражения стольких существ 9 ранга, с духовной силой от 200 тысяч до 700. Да и еще Лун Хаочень впервые использует в бою трон вечности и творения. Его команда схлестнулась с 10 бессмертными императорами нежити. Сам Лун Хаочень взял на себя рыцаря на короле костяных драконов. Столкновение света и тьмы, но домен Лун Хаоченя оказался выше. При этом Лун Хаочень тоже не чувствовал себя хорошо. Все же его культивация была значительно ниже. Взращивание рыцаря пробило 7 ранг 9 ступени. Кроме того, не забывайте, что под рыцарем суда был костяной дракон с таким же уровнем культивирования. Лун Хаочень пошел с козырей. В воздухе появился огромный трон, сияющий 9 цветами. На подлокотниках 2 кресел стояла статуя святого дракона и 12-крылых ангелов. Да, Лун Хаочень наконец призвал трон вечности и творения. Это первый раз, когда он активировал силу божественного трона. И это было чудесное чувство, как будто у него был непобедимый покровитель. Каким бы могущественным ни был враг, как только появлялся божественный трон вечности и творения, все давление исчезало. Бессмертные существа были действительно ошеломлены. Аура, исходящая от трона вечности, была просто слишком ужасающей. Пламя их душ задрожало. Все тело Лун Хаоченя было полностью окутано вечной броней. Первоначальные 6 золотых крыльев исчезли, замененные парой огромных белых крыльев.
они были даже больше, чем предыдущие вместе взятые. А помимо брони, единственное оружие, которое Божественный Трон Вечности и Творения дал Лун Хаоченю, был Вечный Меч. Трон преобразился в вечную броню, покрывающую все его тело. Лун Хаочень чувствовал, как будто он действительно достиг уровня, описанного Эликсом. Вечный меч в его руке взметнулся, и чудовищный замысел меча, казалось, материализовался в воздухе. Держась за вечность, человек имел целый мир. Лун Хаочень не знал, до какого уровня дошли его собственные силы. Он мог только чувствовать, что владения Бога Света полностью слились с Вечным Царством, и он, казалось, был способен управлять бесконечным потоком силы. Рыцарь нежити был встревожен, сила сверхбожественного артефакта была больше, чем он ожидал. Он решил немедленно напасть на Лун Хаоченя и начал тотальную атаку. А в это же время товарищи, включая Цаер и остальные, тоже сражались с бессмертными повелителями. С полей сражений Хань Юя и Джан Фанфана можно было видеть, насколько божественные троны увеличивали силу рыцарей. Их враги обладали силой не менее 300 тысяч, но перед двумя божественными рыцарями они не могли сделать ни одного шага. Ужасающая аура тьмы вырвалась из рыцаря на костяном драконе. Как истинный правитель этого королевства, он не мог сдаться. Но козырем Лун Хаоченя оказался не трон Вечности и Творения, а Цаер. Сила очищения Цаер была главным оружием против нежити. Объединив башню Вечности с областью очищения и 7 искусствами Бога Смерти, она сумела достичь пугающего уровня. Она ошеломила всех королей нежити, как только продемонстрировала свою мощь. Никто из них не хотел стать следующей мишенью для очищения. Лун Хаочень предупредил, он не хочет уничтожать всех, но если они продолжат нападать, то его команда не пощадит никого. Король Лич в ответ напомнил, что Хао Юэ – реинкарнация Остина Гриффина, и как только он полностью пробудится, станет настоящей угрозой. Буквально он сказал, «Ты не знаешь, что он делал в прошлом. Вы даже не представляете, как это страшно, когда он полностью пробуждается». Но Лун Хаочень остался спокоен. Хао Юэ – его друг и союзник. Он пообещал, что все время будет находиться рядом с ним. Но если это окончательная эволюция, тогда никогда больше не придется возвращаться в это царство. Далее Лун Хаочень показал знак на своем лбу и активировал 9 символов. Остин Гриффин действительно заключил кровавый договор с человеком? Это потрясло всех королей нежити. Даже король костяных драконов снял броню и приблизился, осознав серьезность ситуации. Когда Лун Хаочень спросил, достаточно ли у него теперь авторитета, чтобы говорить от имени Хао Юэ, короли нежити замолчали и собрались вместе, чтобы обсудить свои действия. Что они решили? Учитывая подобный контракт с Остином Гриффином, они решили поверить Лун Хаоченю и надеялись, что он сможет сдержать свое обещание и удержать бога разрушения. Армия нежити действительно отступила. А теперь началось самое интересное. Эволюция Хао Юэ близится к завершению. Его тело стало намного больше. Даже больше, чем члены клана Императора Дракона. На самом деле он был больше 40 метров в длину, и каждая его шея стала толще. А ужасающая аура то появлялась, то исчезала. 12 святых стражей больше не желали оставаться рядом с ним. 2 огромные выпуклости спереди продолжали дрожать. Ясно, что это должны были быть 2 головы. Как только они вырастут, эволюция Хао Юэ будет завершена. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, что же будет, когда Хао Юэ эволюционирует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.